Привет, друг, с тобой Ваглюк. На многих форумах, дискорд-серверах люди обсуждают UV-развертку и очень часто выступают за использование блендера как хорошего софта для UV-развертки. Это настолько часто, что я, как пользователь Rhizome UV, не смог обойти это мимо себя, если там такие же функции, как в Rhizome UV. Согласитесь, учить дополнительный софт звучит достаточно сложно. И зачем это делать, могут новички спросить, если можно освоить одну какую-то программу и не распыляться на остальные проги. Поначалу я не видел смысла тратить свое время на изучение этого вопроса, ведь программа, в которой все понемножку, вряд ли может превзойти программу, в которой сделано все специально под конкретный этап. Но интерес взял свое, и я все-таки сравнил UV-развертку в блендере и Rhizome. Скажу честно, результат меня удивил. Так что давайте сейчас все покажу. Ну что, народ, сегодня у нас не будет кубика. Сегодня я выкачал бесплатную модель с CG Trader, такая турель. Она уже была с разверткой, я ее чуть-чуть подправил, но я не прям ее делал на прям супер качественно, да, как бы я это делал, например, для какого-то коммерческого проекта. Самое главное, что я сделал, это скачал ее, поставил, сбросил все трансформы и, собственно, начал разбираться, какие есть фишечки в блендере, может ли он вообще делать те же самые действия, как Rhizome UV. Короче, сегодня у нас не кубик, а такая достаточно комплексная модель, на которой можно реально проверить качество UV-паковки, там, выравнивания и все вот этого дела. Я выписал небольшой чек-лист и пайплайн, по которому я иду, когда делаю UV-развертку. Конечно же, как эталон я взял Rhizome. Потому что все мы знаем, что эта прога заточена под то, чтобы делать UV-развертку. Там очень много функций, очень много кнопок. Но я буду сравнивать только те, которые сам лично использую. Я использую, наверное, 30% всего функционала, может даже меньше в Rhizome. Но больше мне не нужно для того, чтобы выполнять свои конкретные задачи. Кстати, небольшая такая помарочка, дисклеймер. Я знаю, что меня смотрят разного уровня ребята, и опытные, и средние, и только те, которые начинают 3D-шкой заниматься. Поэтому, возможно, для вас какие-то моменты будут и так понятны, потому что вы это уже тестили на своем опыте. Но, опять же таки, для полноты картины я начну прям с самого начала. Я не буду пропускать те этапы, которые могут быть очевидны, потому что мне хочется вообще узнать full все, что связывает UV-шку с блендером и UV-шку с Rhizome. Давай, наверное, еще расскажу про аддоны, которые я использовать буду. Конечно же, блендер, если он ванильный, без аддонов, то вряд ли на него можно рассчитывать. Если вы выберете блендер, все-таки вы должны его использовать вместе с аддонами, потому что блендер без аддонов, это мы сейчас говорим не только про UV-шку, но и про другие этапы моделирования. Блендер без аддонов — это очень сырая прога, в которой ты вряд ли будешь делать все быстро и удобно для тебя. В данном случае мы говорим про UV-шку, и я использовал аддоны UV Toolkit, Text Tools, Zen UV и UV Packmaster 3. Ну, и дефолтный инструментарий блендера. О нем тоже поговорим. Хорошо, ребят, пройдемся по пайплайну. Построение швов, их снятие и можно ли ставить швы по хардам, по смуз-группам. Конечно же, можно и там, и там. Мы сейчас узнаем, где это сделать удобнее и быстрее. Значит, насчет швов. Как они делаются в Rhizome? Я надеюсь, все видно, да, супер. Кстати, я в блендере включил отображение кнопок, которые я нажимаю. Так что, ребята, сколько там видео? Я уже видео 30, наверное, заснял. И это первое видео с вот этой вот функцией. Окей, что мы тут видим? Ну, здесь уже готовая UV-шка. Не судите ее строго, я ее просто выровнял то, что было криво, и все. То есть там без какого-то вникания в мелкие детали. Мы сейчас на это не обратим внимания, мы сейчас просто идем по пайплайну. Хорошо. По швам. Ну, в Rhizome очень все быстро делается, я вам сразу скажу. Нажимаем F2, любой эджик, C это шов, cut, W это weld, шитие. Все, то есть мы выделяем определенные там эджи, сразу нажимаем C, оно выделяется. То есть нам не нужно
кликать, что-то выбирать. У нас есть хоткей. По smooth группам, как это устроено, как это работает. Вот тут вот в Standard Selection Tools по вкладке Select у нас есть такая кнопка. Если мы на нее нажмем, то вылезет окно, в котором увидим колонку со smooth группами. Значит, что нам нужно сделать? Мы выделяем все smooth группы, нажимаем Select. Оп. Значит, что сейчас было? Что произошло? Rhythm выделил все харды, которые у нас есть на модельке. Дальше нам остается нажать только C для того, чтобы нарезать и выполнять дальнейшие действия. Да, он выбрал нам эджи, которые без разрезов, хотя тут должны быть эти швы. Но, как я уже сказал, на UV-шку мы не обращаем внимания на ее корректность. Она нам нужна просто для того, чтобы проверить базовые функции. Ни о каком качестве тут речь не идет. В Rhythm понятно. Мы можем ставить все быстро, снимать швы, ставить их по хардам. Можем ли мы это делать в блендере? Скажу сразу, да, мы это можем делать. Значит, как в блендере у нас это все устроено? Значит, что мы тут имеем? Швы в блендере у нас обозначаются красными эджами, и не всегда, если у нас на развертке есть швы, они будут отображаться и в 3D окне. Для того, чтобы их отобразить, мы можем юзануть аддончик UV Toolkit Seams from Islands. То есть мы выделяем все шеллы, нажимаем Seams from Islands, и он нам просто маркирует швы, которые у нас есть на UV-шке. То есть вот у нас есть линия, бортик этого UV-шелла, и он по нем выставит Seam. Это можно сделать и без аддона. Вот тут заходим в UV, и тут, в принципе, есть вот Seams from Islands. В принципе, какой-то базовый функционал, он уже вынесен в эти аддоны. Какие-то из этих аддонов, они платные, какие-то бесплатные. Но про цену я расскажу в самом конце. Насчет блендера. Я сейчас уберу везде эти симы. У нас тут есть харды. По хардам, как мы можем проставить симы? Очень просто. Значит, нам нужно выделить всего лишь один edge, на который назначен хард. Нажимаем Shift-G и выбираем, по какому принципу мы будем здесь выбирать остальные edge. Значит, нам нужно выбрать все харды. Харды в блендере называются Sharp, поэтому мы находим здесь Sharpness. Вот. Нажимаем Sharpness, блендер выделил нам все эджи с хардами. Что мы делаем дальше? Просто нажимаем правой кнопкой мыши Mark Sim, и они у нас расставляются. Вот и все. Дальше нужно нажать U, Unwrap, и дело сделано, как говорится. В Rhythm у нас есть хоткей на то, чтобы ставить швы и убирать их. В блендере тоже можно сделать хоткей, но по умолчанию его нет. То есть необходимо выбирать эджи, правой кнопкой мыши, Mark Sim. Можно вынести, там есть какие-то кнопки, здесь что-то, это Don't Then UV, но я это не юзаю, я никогда это и не юзал в жизни. В принципе, несложно в блендере нажать вот так вот Mark Sim. Ради этого не обязательно устанавливать аддон. Но все-таки это лишнее действие, лишний клик. В Rhythm назначается это все гораздо быстрее. Хорошо, двигаемся дальше. Ребята, самое время рассказать вам о моем патреоне, на котором я менторю людей. Если вам интересно получать новые знания, узнавать эти знания от чувака, который уже работает в сфере 3D, то переходите по ссылке в описании на мой Patreon, ознакомливайтесь с уровнями, смотрите даже бесплатные материалы, подписывайтесь хоть платно, хоть бесплатно. Главное, напишите мне перед этим в Telegram. И уже тогда будете получать новую информацию, которую вы вряд ли увидите где-то в YouTube, потому что на самом-то деле тут я делюсь такой ценной информацией, даю видеофидбэки на личные работы. У нас проводятся челленджи каждый месяц, ребятки выполняют задания, я их менторю, так что это все записывается, тут можно все посмотреть, комменты, все вот это дело есть. Также общение со мной в Дискорде и с другими участниками, вам должно быть интересно. Все тут сгруппировано, есть анбординг, совсем помогу, совсем разберемся, ребята. Так что переходите по ссылке в описании, а мы продолжаем. После того, как мы все нарезали, нам необходимо выровнять шеллы. Расскажу, как это делается в Rhythm. У меня уже есть туториал, как в Rhythm делать UV-шку, так что можете заглядывать, но он там не совсем свежей давности, достаточно старое видео. Опять же таки, повторюсь, для того, чтобы концепт этого видео был сбережен. Значит, как выравнивают шеллы в Rhythm. Возьмем вот такой шелл, да, он такой у нас какой-то закругленный, завернутый, то есть это неровная поверхность. Я нажму просто Unwrap. Что мы должны здесь сделать?
Значит, это квадовый shell. У него есть только четырехугольные полигоны. То есть он не триангулированный. Такое добро выравнивается вообще спокойно, просто обычным нажатием мышки на кнопку Align. В этом месте расположены три варианта выравнивания целого шелла. Если он квадовый, опять же таки, мы можем выровнять его горизонтально, или же вертикально, или же как-то под углом. Ну, диагональ я никогда не выравнивал. Зачем, если нам нужно все делать либо горизонтально, либо вертикально, для того, чтобы shell занимал как можно меньше спейса для более плотной UV-паковки. Окей, это квадовый shell, его очень легко выровнять. Что будет, если я, например, я закрою сейчас ризум, возьму геометрию вот этого объекта и сделаю ей триангуляцию. Теперь давай я закидываю все в ризум UV. Нам нужно это добро выровнять. Вот этот наш shell, unwrap. Если мы нажимаем на кнопки выравнивания, они у нас не работают, потому что shell просто не имеет ни одного квадрата. Поэтому на помощь нам идут констрейны. Что такое констрейны, я рассказывал, поэтому можете пересмотреть видео, но в принципе то, как я сейчас буду вам показывать, вы и так поймете. Значит, выделяем область, какую-то одну сторону, нажимаем Alt-V для того, чтобы назначить вертикальный constraint, или же Alt-T для того, чтобы назначить горизонтальный constraint. В большинстве ситуаций, если вы увидите какой-то баг при вертикальном constraint, например, у вас там shell сломается, как-то завернется, то попробуйте использовать горизонтальный constraint. Но в любом случае, в этих ситуациях можно выкрутиться, просто повернув этот кусок, который заламывается, и еще раз нажать Unwrap. Хорошо, значит, я тут прожал constraint, у меня этот shell выравнивается в такую ровную поверхность. Это я могу сделать и с противоположной стороны. Тут тоже я выбираю эти edge, Unwrap, все, у меня он теперь ровненький. Я могу сделать это и на вот эти вот edge, сделать им уже вертикальный constraint. И они у меня выравниваются. То же самое с этой стороны. Это, в принципе, можно сделать все за одно действие. То есть выделить по краям шелла его эджи. Если, конечно же, мы можем их выровнять в прямоугольник. Если это какой-то полукруг, то, конечно же, мы не можем выровнять его в прямоугольник, потому что у нас будет большая потяжка. Еще на это обращаем внимание. Но для примера, в нашем случае со всех сторон мы можем его выровнять в одну плоскость, горизонтальную и вертикальную. И мы это делаем. Окей. Что насчет блендера? Я закрою ризм, я не буду тут ничего сохранять. В блендере тоже есть функция выравнивания. Откачусь до того, как он был триангулирован. Окей. Теперь я выбираю здесь этот island и нажимаю ему обычный unwrap, который есть в блендере. Что делать, если нам нужно его выровнять? Вот в UV Toolkit есть кнопка Straighten UV. Мы ее нажимаем, и он нам выравнивает точно так же, как в ризуме, вертикально. Мы можем потом это повернуть, если нам нужно, чтобы оно выровнялось горизонтально, да? В общем, все то же самое. Окей, а что, если у нас это дело будет триангулировано, например? Вот мы сделали триангуляцию, и я хочу его выровнять. Нажимаю Straighten UV, он что-то не работает. Что делать, если у нас shell триангулированный, и нам нужно выровнять его в прямоугольник? Выделяем какую-то из сторон shell. Точно так же, да, только мы в блендере не можем прям constraint поставить, но мы можем задать ему плоскость, по которой он будет выравниваться. Пробуем Straighten UV. Нет, не работает, даже так. Straighten Island. Нажимаем Straighten Island в том же UV Toolkit. То же самое мы можем сделать и с эджами напротив. Straighten Island. Только перед этим обязательно нам необходимо, ребята, выделить точки, которые мы уже выровняли. И нажать P для того, чтобы запиновать их. Чтобы мы в следующих наших действиях, вот я нажимаю Unwrap, чтобы эти точки остались на своих местах. Все, теперь я выделяю точки с этой стороны и нажимаю Straighten Island. Нет, не работает. И оставшиеся точки можно выровнять обычным действием. Да, у меня подключен аддон Machine Tools, но это можно сделать через SX0. Только он нам прям в нуляку выравнивает по нашему тайлу. И в данном случае необходимо это все смещать. В общем, это уже такой костылек, ребята. Так что я вам... Вы уже поняли, да, немножечко суть выравнивания в блендере. Окей, а мы можем ли мы юзануть какой-то другой аддон? Например, ZenUV. ZenUV тоже хороший аддон.
И давай попробуем это сделать. То есть тут есть функция Quadrify. Она у нас не работает, потому что у нас, опять же таки, треугольники. Есть Reshape Island. То есть я вот выбираю весь Island, нажимаю Reshape, плохо работает. Если я выделю его две вот эти стороны и нажму Reshape Island, он мне их выровняет, но какие-то тут, опять же таки, у нас будут подтяги, которые надо выравнивать, что-то оно не то делает, поэтому, ребят, тут больше просто ручной работы. Да, в блендере можно это все развернуть, но нам понадобится больше работы для того, чтобы сделать это максимально качественно, без подтяжек. Кстати, отображение подтяжек в блендере у меня на данный момент включены. Это можно сделать здесь во вкладке Overlays, Display Stretch, там по углу или по плоскости, но по углу довольно понятное отображение, так что юзайте эту штуку. Окей, значит, какой вывод можно сделать? В Resume можно выровнять абсолютно все, используя констрейны, без никаких пинов, без костылей. Все оно назначается, быстренько выравнивается. Насчет, значит, блендера. С выравниванием квадовых шеллов он тоже хорошо справляется. Но из-за того, что нет констрейнов, выровнять триангулированные шеллы или же, если у нас CV Island будет, там, с одной стороны можно выровнять, с другой стороны он какой-то обтекаемый, где не нужно выравнивать, да. В любом случае, без констрейнов мы используем пины, какие-то подручные средства, то есть нет такой кнопки, которая прям сделает как нужно, как это есть в Resume UV. Нужно юзать костыли, так называемые, и больше ручной работы, что не так быстро и удобно, как в Resume. Хорошо, двигаемся дальше. Давай теперь поговорим про функцию выбора одинаковых шеллов. В Resume UV она называется Topocopy, и у нее достаточно много преимуществ, помимо просто выделения одинаковых шеллов. Topocopy в Resume, вот возьмем, например, вот эти три одинаковых цилиндра, которые у нас тут есть, изолируем их и на их примере будем смотреть, как работает Topocopy. Значит, они у меня все флипнуты, я их давай сейчас выровню обратно. Да, тут какая-то лютая потяга. Сделаем это чуть покачественнее, да. Опять же таки юзают эту функцию. В Resume Topocopy работает таким образом. Мы выделяем один из шеллов. Эти мы можем выбрать их несколько, но обязательно учитывайте то, что мы можем говорить Resume, на какой шелл ориентироваться. Topocopy находится у нас, опять же таки, справа. Справа у нас находятся панели, преимущественно, которые вы будете использовать постоянно. И вот тут есть Topocopy. Как оно работает? Topology Reference мы ставим cut, потому что если мы поставим uncut, то Topocopy ничего нам не выделит, потому что мы будем пытаться выделить нарезанные шеллы, и нам, соответственно, нужно поставить здесь тип нарезанный. Дальше, Symmetry Mode. Это мы можем не юзать, но оно тут по умолчанию на boss стоит. Symmetry Mode это если у вас через Mirror есть шеллы, и вам нужно их между собой выбрать и стакнуть. Но у меня стоит босс, я его никогда не меняю, и у вас пусть оно также стоит. Island Source. Значит, Island Source, то, о чем я говорил. First Selected to Selection. Вы можете это поставить, вы можете это и не ставить, да, если вам, в принципе, все равно, какой из ведущих объектов будет основной. Например, как это может выручить? Вот у вас есть такие невыровненные UV-шки, шеллы. Мы выравниваем какой-то из одних этих шеллов, но так как они одинаковые, я выделяю потом оставшиеся, выбираю тут First Selected to Selection, нажимаю там стак обычный, и у меня оно все стакает. Вот так вот. Причем они тоже подстраиваются, они тоже выравниваются. Ну, здесь оно немного кривовато сделалось. Я сейчас расскажу, как это можно исправлять. Не всегда Topocopy справляется идеально. Это один из тех случаев, где вы узнаете, как бороться с этой штукой. Значит, да, вот фишка First Selected to Selection. Выбираем, и оно нам все это дело пакует. Если у нас все-таки такой трабл случается, да, что какой-то из шеллов просто ломается. Вот эти два шелла, окей, застакались, а вот с этим что-то, да, не в порядке. Хотя на самом-то деле тут нужно ставить разрез, но, окей, мы пока на это закроем глаза. Значит, мы отсюда берем тексель, здесь выравниваем эти текселя. Что делаем? У нас есть point snap, и мы можем снэпить эти объекты. То есть я беру его просто руками, снэпаю и все. Что Topocopy еще может сделать? То есть мы можем пакануть
Используя вот эту кнопку, мы можем застакать шеллы, и не просто, чтобы они друг на друга легли, а чтобы они сразу даже в группу добавились, и эта группа застакалась. Чтобы мы потом при паковке, эта группа никак не рассортировалась, не разъезжалась, и у нас все шеллы, так скажем, пачкой перемещались без воздействия внешнего. Вот. Это очень прикольная функция. Да, конечно, если у вас, например, разные шеллы, и вы их руками вот так вот застакали, чтобы это сделать, вы просто добавляете в группу, нажимаете сюда на G0 и здесь выбираете стак. Вот эта кнопка. В принципе, все, что я хотел сказать по ризуму, то по копии здесь имеется, и у нее есть дополнительные функции, которые вам могут быть полезны в большинстве случаев. Иногда, например, этих шеллов он может работать не совсем корректно, и нужно немножко руками дорабатывать. Но основную функцию он выполняет очень хорошо, при этом у него есть дополнительные параметры, которые можно настраивать. Погнали в Blender и посмотрим, есть ли там такая функция. Значит, в Blender я из ризума достану вот эти вот шеллы, и я их тоже заизолирую сейчас. Значит, чтобы это сделать, мы отключаем режим синхрона, это очень важно. Shift-H нажимаем для того, чтобы в Edit моде изолировать определенные эджи. И фейс, и точки, в общем, неважно. Значит, Add-on Text Tools нам дает эту возможность. Тут есть кнопка Similar. Мы можем нажать на нее, и это дело все у нас выберется. А также через ZenUV есть такая функция. Переходим в Select. И здесь тоже Similar. Нажимаем, оно нам все выделяет. В UV Toolkit у нас есть чуть больше функций. Мы можем выбрать все похожие айленды и тут же сразу их стакнуть. То есть либо Stack Islands, либо одной кнопкой мы выбираем один shell и вот Stack Similar. И все, что у нас похоже, оно все стакается и даже лучше стакнулось, чем при использовании топокопы. То есть тут нам не пришлось как-то руками отдельно выравнивать что-то, снэпать. То есть здесь все одной кнопочкой все решилось. То есть тут такое преимущество где-то есть, где-то нет. Насчет First Selected to Selection есть, да, это возможность, просто ее мы можем назвать как угодно, да, то есть я выбрал один shell, нажал Stack Similar, и все в него застакалось. То есть если я выберу верхний, нажму Stack Similar, в него тоже все застакается. Это то же самое, что First Selection to Selected. Но в ризуме есть функция погрешности вот этих вот одинаковых шеллов. То есть мы там можем половину задать, и у нас он застакает шеллы, которые не прям одинаковые, которые просто похожие, и мы понимаем, что ничего страшного, если мы их тоже застакаем для того, чтобы больше текстиль у нас был, да, на финале. Тут, если ты хочешь застакать разные шеллы, то ты должен стакать уже руками. Но, опять же таки, это UV Toolkit, бесплатный аддончик, поэтому мы, в принципе, можем закрыть глаза на это. Теперь, ребята, давайте поговорим насчет автогрупп. Что такое автогруппы? Зайдем опять в Rhythm. Я сначала буду как эталон, как я уже говорил, юзать Rhythm, для того, чтобы проверять, есть ли в Blender такие же самые функции. Потому что в Rhythm, поверьте, это все есть. В Blender мы будем сейчас разбираться, есть ли оно или нет. Окей, значит, как оно работает в Rhythm? У нас есть оверлапы. У нас их тут много, тут застаканы оверлапы. Как, вот если нам нужно перепаковать, да? Мы же не будем выбирать каждый shell, кликать там, выбрать похожие, там еще что-то выбрать. Мы же не будем так делать. Что мы можем юзануть? Есть кнопка автогрупп, Group Overlap. То есть мы их группируем. Все, у нас все оверлапы загруппировались. Дальше пока не спешим паковать, потому что если мы сейчас нажмем пак, у нас эти группы разлетятся. Шейлы будут просто рядышком находиться, но они разлетятся. Что делаем дальше? Как я уже сказал, кнопочка выделяет все группы, нажимаем стак. Все, у нас застакались все наши группы с оверлапами, и мы можем это дело паковать сколько нам угодно. Мы можем закрыть ризум, открыть ризум, повторить эти же действия, то есть буквально тык-тык-тык, 3 раза щелкнуть мышкой, 3 раза. И ready to packing. Что насчет блендера? Окей, давай разберемся, что насчет блендера. Есть аддон UV Pack Master. Как раз таки преимущественно через него и происходит вся паковка. А лучше этого аддона я не видел на рынке еще нигде. В UV Pack Master есть возможность групп. Вот давай я сейчас удалю и покажу, как это можно сделать. Заходим сюда на Aligning, да, и
выделяем все шеллы, которые у нас есть, даже те, которые не оверлапнутые. вообще нам нужно выбрать всю развертку. Это просто проще, чем выделять каждый оверлап. Нажимаем Group by Similarity. Нажимаем ОК. Все, у нас идет просчет групп, и они автоматически создаются. Вот здесь вот есть Shame Groups, и тут вот видно, что 164 группы у нас создалось. Давай выберу, например, 38-я группа. Нажимаем Select и смотрим. Вот, у нас подсветилась здесь группа, проверяем, есть ли тут оверлап. Да, тут есть оверлап, и оно нам сгруппировало. Если мы, опять же таки, выберем все, нажмем Show Group Assignment, то увидим, что, в принципе, на каждом шелле есть какая-то группа. То есть UV Packmaster создает группу на шелле вне зависимости от того, оверлапнутый он или нет. Ну, например, вот эта штука, она оверлапнута у нас или нет? Нет, это не оверлапнута, хотя на нее назначена группа 92. Вот. Опять же таки, в принципе, оно никак не повредит паковке. Я уже проверял, я покажу вам результаты паковки, но это в самом конце, ребята, так что никуда не спешите. Да, он нам группирует даже то, что без оверлапа, но мы же выделяем все шеллы, да? То есть мы выделяем шеллы, которые с оверлапом, без оверлапа, поэтому он это все дело группирует. Если у нас будет группа на одном шелле, это никак не повлияет на работоспособность плагина и на качество UV-шки, так что на это можно закрыть глаза. Да, оно, конечно, маячит перед глазами, очень много групп, да, но вы в резюме, если пакуете, вы смотрите на название групп и где они там есть. Нет, вы просто знаете, что они назначены, что они стакнуты, и вы можете паковать смело. Вот то же самое здесь. Так что минусов я тут никаких не вижу. Можно, конечно, выделять конкретно те шеллы, которые вы знаете, что они там оверлапнуты, и назначать на них группу уже мануально, да, то есть тоже нажимать Group by Similarity, только выделять не все шеллы, а только те, которые вы считаете нужными. Тогда будет все то же самое, что и в резюме у вас не будет подсвечиваться шеллы без оверлапов. Окей, у нас есть и в резюме автогруппы со стаком, и в UV Packmaster тоже есть группы. Есть ли стак этих групп? Давай разбираться. Значит, если мы перейдем во вкладку Packing, здесь вот в Packmaster, то внизу чуть пролистаем, здесь есть Advanced Packing Options. И мы можем поставить галочку Log Overlapping, Log Groups, Stack Groups. Вот это все дело, просто 3 галочки. Влепливайте сюда, пакуйте смело, ничего у вас не разлетится, все будет окей. Так что да, есть. И в резюме есть автогруппы с пакингом, стакнутыми шеллами. И в UV Packmaster то же самое имеется. Теперь давай поговорим касательно флипа шеллов. Да, флип тоже часто используется для того, чтобы, например, руками что-то запаковать, застакать. Если функция выделения не работает, или же у нас просто шеллы не симметричные, и в резюме оно не будет выделяться и паковаться, стакаться. И в блендере тоже. Поэтому мы вручную просто флипаем shell и накладываем. Если такой функционал, да, имеется. Опять же таки, в резюме покажу, где он у нас. В резюме все есть, я еще раз повторюсь. Значит, флип шеллов, во-первых, они выделяются такими темно-синими цветами, да, то есть все, что мы видим тут темно-синее, это флипнутое. Чтобы это быстро повернуть, у нас есть Align, Straighten, Flip, Fit. Flip, вкладочка есть вот в этом месте, и мы можем выбрать, каким образом флипнуть shell, да. Разные варианты, в разные стороны, это все дело флипается. В блендере тоже есть такая функция. Это достаточно базовая функция, и было бы странно, если бы в блендере ее не было. Значит, вот мы выделяем любой island, и на примере UV Toolkit, вот можно флипнуть по X, можно флипнуть по Y. Все оно флипается. Вы, наверное, спросите, а как я пойму, где у меня флипнутые шеллы, да, вот какой шелл флипнутый? У меня оно все синее, типа я не понимаю, как отобразить вот эту флипнутость. В резюме оно по умолчанию подсвечивается таким темно-синим, а в блендере мы юзаем add-on ZenUV, переходим вот в эту вкладочку, и тут мы можем отобразить много чего на самом-то деле, но в данном случае вот flipped. Мы выбираем flipped, и все шеллы подсвечиваются таким вот зеленоватым цветом, и мы даже можем их выделить, нажав на кнопочку рядом. И дальше просто это все дело флипнуть. То есть функционал, да, конечно же, это аддоны, но без них не было бы этого сравнения, потому что Ризм бы забрал в одну калитку. С аддонами
мы уже начинаем как-никак соревноваться с Rhythm. Окей, значит, такой функционал есть и в Rhythm, и в Blender. Мы можем флипать шеллы и смотреть, где они у нас находятся. Двигаемся дальше. Снапы. Что такое снап? Это привязка шелла либо к точке, либо к сетке. Как оно работает в Rhythm? В Rhythm есть внизу панелька, вот, Grid and Snap. Так она и называется. Мы выделяем любой shell. Здесь мы видим 4 кнопки для снапа. Мы здесь выбираем, по какому принципу у нас будут снапаться шеллы. Значит, если мы возьмем Grid Snap, то если мы зажмем Tab, да, будет у нас такое гизмо появляться 2D-шное. И вот мы начинаем перемещать и видим, что вот эта сетка, да, клеточки, к ним привязывается наш shell. То есть это либо край шелла, вот так вот. Дальше Point Snap тоже есть, но Point Snap уже работает к привязке к другим шеллам. То есть вот в этом месте, да, если я захочу заснэпать, у меня точки снэпнутся прям очень близко. В старом видео про UV-шку я там показывал, что нужно прям максимально впритык приблизиться, там что-то сделать. Нет, я на самом деле просто не знал про такой функционал, так что, ребята, вот он тут имеется. Рассказываю его вам сейчас об этом. Да, тут есть Point Snap, Margin Snap, то есть Margin это вот линия, которая от рамки тайла идет. Мы к нему можем тоже заснапать. Очень удобно, если вы пакуете руками. Если вы какие-то базовые шеллы руками запаковали, чтобы вы не вылезли за эту рамку марджина, просто снапайте к марджину и все. Ну и пиксель снап это по пикселям очень редко юзается, потому что пикселей тут просто куча, и вы просто, ну, толку от этого, если оно, грубо говоря, то же самое, что без снап. То есть вот эти 3 функции вы можете юзать достаточно часто. Окей, что насчет блендера? В блендере тоже есть эта функция, она базовая, нам не нужны никакие аддоны. Здесь сверху есть этот магнитик, мы его просто включаем, или же просто с контролом можем зажать Ctrl без включенного магнитика и тянуть, чтобы перманентно, отпустив Ctrl, у нас этот магнитик отключился. И выбор, значит, мы инкремент это Grid Snap, то же самое, что в Rhythm, и Vertex. Вертексы это вертексы шеллов, мы к ним тоже можем снэпаться. Значит, Effect, Rotate, Scale, можно ротейтить со снэпом, можно скейлить со снэпом. В принципе, то же самое, как и при моделировании обычном полигональном блендере. Окей. Значит, такая функция снэппинга есть и в Rhythm, и в Blender. Двигаемся дальше. Теперь уже чуть глубже подкопнем, чуть такое посложнее задание дадим нашему блендеру. Сможет ли он назначить общий тексель на все шеллы? Потому что в Rhythm, вот для чего оно нужно, да, объясню. В Rhythm, например, ты когда развернул, просто поразворачивал разные свои шеллы, и тебе нужно их пакануть, запаковать. Прежде чем запаковывать это все дело, необходимо назначить общий тексель для того, чтобы от него уже маневрировать, увеличивать его где-то, уменьшать его где-то. Как это делается в Rhythm? Значит, сверху здесь есть eyedropper, пипеточка. Мы можем кликнуть на какой-то большой shell, например, пипеткой взять, замерить у него тексель. Ну, нам не обязательно это делать, то есть у нас по умолчанию 10.24 есть, мы можем его также использовать, просто выделив все шеллы. Вне зависимости от того, какой тут будет тексель, просто нажать на кнопочку сверху. Apply Texel Density. Что оно делает? Вот эта кнопка сверху и снизу, да, в чем разница? Если же мы выделим все шеллы и нажмем на нижнюю кнопку, то у нас глобально тексель-то поднимется, да, но локально он будет разный. То есть на этом шелле он будет больше, чем на вот этом, например. Поэтому всегда нажимайте верхнюю кнопку для того, чтобы тексель, так скажем, стабилизировался, и вы смогли с ним работать уже нормально, там уменьшать что-то, увеличивать, и у вас не будет никаких запутанностей. Окей, что насчет блендера? В блендере такой функционал мы можем найти, используя аддон ZenUV. Как раз таки там, где мы смотрели флипы, мы можем глянуть и Texel Density, да, вот чтобы мы узнали, какой тут Texel Density. Соответственно, если нам необходимо назначить Texel Density на все шеллы, мы заходим во вкладку Texel Density, и здесь мы можем выбрать либо Island мод, то есть локальный мод, либо Overall мод, то есть как вот мы в Rhythm, да, вот эта верхняя и нижняя кнопочка. Соответственно, верхняя кнопка в Rhythm это Island мод в ZenUV, и Overall мод это, значит, нижняя кнопка Texel Density, применение Texel Density в Rhythm. Дальше мы видим кнопку Get Texel Density и Set Texel Density. Значит, мы выбираем какой-то shell, например,
Выбираем здесь пиксель на сантиметр. Здесь texture size 2К, как по умолчанию. Мы можем выбрать любой texture size, там пиксель на сантиметр или там пиксель на метр. Нажимаем Get Texture Density и получаем здесь 17. Если мы выберем абсолютно все шеллы, то в таком случае мы нажимаем Get Texture Density, он нам выберет, так скажем, средний тексель, который у нас имеется. Вот. Хорошо, мы хотим применить этот тексель. Что я делаю? Я выбираю все айланды и нажимаю Set Texture Density. Опять же таки, если Island Mode, он у меня применяет на все шеллы конкретно, да, вот локально. Если у меня Overall Mode, в принципе, будет то же самое. У меня тексель поднимется не где-то конкретно, а в целом, да, что-то там вырастет. Поэтому я, если честно, не вижу вообще никакого смысла использовать Overall Mode. Он какой-то бесполезный, так что юзайте всегда Island Mode. Значит, такой функционал есть и в Resume, и в Blender. Теперь, ребята, будем переходить плавно к упаковке. Первое, что у нас стоит, это узнать, можно ли при упаковке лочить шеллы в Resume и в Blender. Значит, в Resume это возможно делать. Как? Например, я выберу какой-то кусок шеллов, и чтобы рассказать Resume, может ли он делать его меньше, больше, или же вообще он не может влиять никак на scale, мы обращаемся вот в Packaging Properties. Значит, здесь есть Scale Optimization Range. У меня версия 23 года Resume, там, может быть, в прошлых версиях или в новых версиях эти менюшки куда-то посъезжали. Но, ребята, я не пользуюсь новыми версиями и старыми, я вот говорю про себя. Но 100% у вас этот функционал остался, просто он находится в каком-то другом месте. Значит, здесь мы видим красное и синенькое. Значит, красное это у нас Texture Density уменьшается, синее увеличивается. Соответственно, если мы над красным выберем Off, то у нас шеллы никак не будут уменьшаться. Если мы еще и над синим нажмем Off, то у нас шеллы не будут и увеличиваться. Вот и все. То есть мы как бы рамки ставим, что шеллы у нас не увеличиваются, шеллы у нас не уменьшаются. Если мы вместо off поставим, например, 0.5, то у нас шеллы будут в половину раза, то есть меньше становиться. То есть они будут становиться меньше, но до половинки. Да? То же самое, если мы будем делать там, с увеличением. Да? Мы выбираем разные параметры, и у нас вот эта вот рамка, она как бы увеличится. Да? То есть в 5 раз больше, например, там, в 3 раза больше. Вот, все просто. Чтобы отменить, мы просто нажимаем на вот эти два крестика. Но в данном случае нас интересует полный лог шеллов. Это тут имеется. Отлично. Что насчет блендера? Вот в блендере мы переходим, и так как мы будем паковать через UV Packmaster, мы будем обращаться к UV Packmaster за этой функцией. Мы переходим на самую верхнюю вкладочку, там где мы будем паковать это все дело, и нажимаем галочку Fixed Scale. Все, мы ее нажали, у нас теперь никакие шеллы вообще не будут не увеличиваться, не уменьшаться. Если мы хотим конкретные какие-то, то окей, мы убираем эту галочку, Normalize Scale можем поставить, Global, и здесь поставить галочку Island Scale Multiplier. Мы можем выбрать и Local. Что он делает? То есть мы назначаем, например, на те же самые шеллы какой-то наш мультиплеер. Если мы нажмем Show Scale Multiplier, то у нас процентажи покажет, насколько сильно они могут у нас деформироваться. Если мы поставим, ну вот, например, я тут баловался с настройками, если мы поставим 49% Set Scale Multiplier, то у нас на эти шеллы назначится половинка, да, что они могут либо увеличиваться, либо уменьшаться. Если я выберу больше, захвачу Show Scale Multiplier, то тут будет по соточке, тут будет 49, то есть то, куда я назначил, оно запомнит это все дело. Минус блендера тут заключается в том, что мы не можем давать какие-то определенные ограничения на увеличение и на уменьшение. То есть мы просто в целом можем дать ему лимит 50%, но это будет работать как в маленькую сторону, так и в большую сторону. Да, то есть он будет увеличиваться в 50% и уменьшаться, если это нужно. Сейчас, ребята, поговорим про упаковку шеллов. Обратим внимание на паддинг, маржин, можно ли их выставлять в блендере, и, соответственно, на саму плотность упаковки. Значит, как это делается в Resume? В Resume со старта, здесь сверху, у нас, в принципе, уже стоит нужный паддинг для 2К, это 16. Маржин тут стоит 4. Вообще принято 8 ставить, то есть в 2 раза меньше, чем паддинг. Да? Что такое маржин? Маржин это отступы от рамки тайла, вот эта вот маленькая рамочка. Паддинг это отступы между шеллами. Чтобы их проверить,
мы можем Grid Snap увеличить, да, чтобы оно прям до пикселей увеличилось и чекнуть это. Но я расскажу чуть позже, потому что это как бы отдельный списочек в чек-листе, мы до этого дойдем. В общем, margin padding, да, это все выставляется и это все пакуется. Про плотность паковки в самом конце расскажу. То есть margin и padding можно выставлять. Насчет, значит, блендера. Тут есть margin и padding, но прикол в том, что они перепутаны местами. То есть тут у нас margin выступает за отступы между шеллами, а padding за отступами между рамкой тайла. Поэтому учитывайте это, если пакуете. Тут стоит margin 8, padding 16, у нас в ризуме то же самое стояло, но отступ будет от рамки тайлов не 8 и 16, а между шеллами 8. Так что возьмите это во внимание. Да, и texture size тоже можно установить здесь 2К. Итак, ребята, вторая часть, да, значит, это чек-лист проверки. В чек-листе я вынес функции, которые не такие уж и важные. То есть без них можно нормально запаковать. То есть все, что было самое важное, мы уже разобрали. Теперь про чек-лист. Чек-лист это будет преимущественно об удобстве использования. О том функционале, который поможет нам сделать UV-шку качественней. Давайте разбираться. Значит, по порядку. Первое. Удобство использования и возможности. Нижняя панель ризума обладает большой функцией. Она показывает нам stretch, то есть это растяжки шеллов, да, потяжки. Texel density. Это две такие очень удобные функции, значит, где они располагаются и как ими пользоваться. Переходим в ризум, и у нас тут изначально distortion будет включено. У кого-то будет стоять disabled, то есть все вот такое вот пустое, или же там какая-то другая функция, что у людей просто изначально все шеллы красные. Я этого не понимаю, почему вы работаете с красными шеллами, это же вообще неудобно. Тут ставите distortion, и сразу вы видите потяжки. То есть потяжки на уменьшение и потяжки на увеличение каких-то частей. Тут же вы можете их и выбрать. То есть вот эти вот палочки белые, вы можете взять их и выделить. И у вас выделятся шеллы. Ну, конечно же, это нужно делать в режиме выделения шеллов на F4. Вы можете это сделать на F3 тоже, да, но оно у вас просто не выделится. На F2... Ну, я не вижу, чтобы оно что выделилось. И на F1. То есть в режиме выделения шеллов вы можете их выбрать. Да, как и те, которые в центре находятся. Вот это все очень легко чекается. И тут подписаны вот такие вот 0.4, да, там параметры этой потяжки и тому подобное. То же самое работает и с Texel Density. Мы выбираем Texel Density. Я нажимаю, например, на этот shell. Беру пипеточкой у него Texel. И он у меня подстраивается по центру. То есть теперь у меня шеллы, которые будут иметь тексель ниже, чем тот, который я сейчас выделил, они будут у меня отправляться в левую сторону. Те, которые выше, наоборот, в правую. И, соответственно, будут подсвечиваться синие, которые с текселем больше, чем основной шелл, чем тот тексель, который здесь у меня указанный. Вот тут, который по центру. Красные — это те, которые у меня располагаются с текселем ниже, да, и они у нас будут в левой части этой диаграммы. Также мы можем их выделять, да, все, что с нижним, там, чтобы увеличивать как-то, чтобы уменьшать, это все дело можно тоже все вязать. Вот, окей. В блендере есть ли такой функционал? Давай посмотрим. Ну, про Texel Density я уже рассказал, да, что в ZenUV мы можем вот Display Texel Density, и здесь у нас покажется спектр Texel Density, то есть 8.19 это самый маленький, да, он не будет прям весь спектр показывать, а будет показывать начало, то есть самый маленький тексель, и конец, самый большой тексель. Вот, здесь мы можем выбрать фейсы, например, да, чтобы он отображал, какие фейсы именно. Ну, преимущественно мы выбираем айланды, потому что мы Texel Density назначаем конкретно на shell, а не на его фейсы. И здесь спектр, какой-то balanced и пресеты, которые мы ставим уже отдельно, но я этим не пользовался, так что спектр это самый подходящий вариант. Что касается теперь растяжек. Ну, про них я уже говорил, они находятся здесь во вкладке Overlays, то есть Display Stretch, и мы можем выбрать только два параметра, это либо Angle, либо Area. Все, то есть конкретно, ну, вы можете свой глаз натренировать так, что будете уже понимать, насколько критична эта потяжка или нет, но я лично не понимаю, насколько критична вот такая вот голубенькая потяжка с вот такой вот, а почему она у меня, все.
голубенькая потяжка с, например, вот такой потяжкой, да, то есть для меня это одинаково, просто у них градиенты меняются. Вот тут что-то зелененькое, да, тут я вижу, что да, оно что-то реально растягивается, но опять же таки в ризуме чуть ты малейшее движение сделаешь, там уже сразу видно красное, серое и синее, а здесь что-то голубое, вот это все дело. Можно, конечно, поменять в параметрах здесь в preferences, в темах поменять цвета, это 100%, я уверен, что это можно делать. Но, опять же таки, это дополнительные костыли. В любом случае, мне как юзеру Ризума, как эталонному, так скажем, программному обеспечению по UV-шке, проще ориентироваться на стретчесы в Ризуме. Ну и минусы в Blender то, что даже если мы будем смотреть здесь на Texel Density, мы не можем его выбрать. То есть мы видим, какие шеллы есть, но мы не можем их выделить. Какие там у нас маленькие по текстуру, какие большие. То есть мы просто видим сам спектр. Итак, ребята, сейчас про grid тайла. Что такое grid тайла? Значит, в Blender, если мы сейчас отключим здесь UV-шку, и у нас будет просто пустой тайл, мы увидим, в нем располагаются такие ячейки, такие квадратики. Эти квадратики мы можем использовать под свои нужды для того, чтобы проверять, правильно ли мы указали маржин, правильно ли запаковалось оно с нужным паддингом. Как это проверяется? Значит, давай покажу, как это работает в Ризуме. Мы перекидываем модельку в Ризум, и тут внизу вот у нас есть Grid and Snap. Это значение мы можем менять. То есть оно по умолчанию в Ризуме 10, в Blender тоже по умолчанию 10. То есть вот так вот. Если мы пакуем на 2К, то проверять мы тоже маржин и паддинг будем на 2К. Поэтому 2К это же 2048 пикселей на одну сторону, то есть и по X, и по Y. Поэтому мы тут проставляем 2048. Если бы мы паковали на 1К, мы бы ставили 1024. Вот. Но в данном случае 2048 в два значения вписываем и сверху, и снизу. И у нас этот грид подразделяется на вот эти вот клеточки. Эти клеточки и есть пиксели, которые мы и считаем. И тут вот было указано 8, да, вот тут 4, я сейчас ставлю тут 8. И у меня вот эта вот полосочка маржиновская, она как раз таки, вот я могу ее выделить, мне интересно. Вот, да, она выделяется. И эта полоска, она располагается от рамки тайла конкретно на 8 пикселей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так. И получается, что при паковке у меня шеллы не будут вылазить за вот эти 8 пикселей. Что насчет паддинга, то же самое, только между шеллами должно быть 16 клеточек, вот в этом месте. Считать я их тут не буду, я знаю, что тут их 16, может чуть даже больше. Что насчет блендера? В блендере тоже есть такой функционал. Мы переходим сюда в Overlays. Здесь у нас будет Grid, он должен быть включен, он по умолчанию включен, только тут на Dynamic функции. Мы переключаем Fixed, и Fixed здесь меняем тоже 2048. Теперь давай тоже посчитаем. У нас подразделяется везде на нужные нам значения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Все везде одинаково работает, все супер. И Blender, и Risum имеет данные функции. Мы переходим дальше. Ребята, давайте теперь поговорим про возможность выделения всех оверлапов и флипнутых шеллов. Мы уже немножечко заглянули на флип шеллов, то что мы можем их реально флипать и в Blender, и в Risum. Как их выделять? Давай тоже расскажу, я не показал, как это делается в Ризуме, да, но заодно и расскажу про выделение всех оверлапов. Значит, у нас в Ризуме, я тут поставлю обратно на 10, чтобы не мешало визуалу. У нас в Ризуме есть флипнутые шеллы, они такие темно-синие, я об этом уже говорил. Значит, как их можно выбрать? Здесь в Select есть кнопочки. И кнопка с такими двойными стрелками, которые показывают, что одна вверх, другая вниз, да, она отвечает за выделение всех флипнутых шеллов. Если мы на нее нажмем, то у нас выделятся все флипнутые шеллы. Если мы хотим выделить все оверлапы, то мы нажимаем на кнопочку правее от той, которая выделяет все флипы. Нажимаем, и у нас выделяются все оверлапы. Все просто. Что насчет блендера? Значит, в блендере я уже показывал, как делать выделение всех флипнутых шеллов. То есть мы выбираем все полигоны в 3D окне, переходим, например, в тот же UV Toolkit, и все флипнутые шеллы мы можем их выделить во вкладке Select Flipped Islands. Я нажимаю Flipped Islands, давай я в ZenUV отключу дисплей, и у меня выбираются все флипнутые шеллы. То есть те, которые не флипнутые, они остаются на месте, даже если они застаканы. Окей, я же их могу
расфлипать, да, по X, там, по Y, неважно. И они у меня выделяться не будут. Все просто. Окей, что насчет оверлапов? Для того, чтобы выбрать оверлапы, мы можем переключиться в ZenUV, Select и Overlapped. Вот так. Либо же, используя блендеровский дефолтный инструментарий, здесь в менюшке Select, Select Overlapped. Преимущество блендера я вам сейчас расскажу в чем. Когда мы бейкаем, когда мы подготавливаем меш к бейку, если у нас low poly mesh, и мы на нем используем мирроры, например, да, но в миррорах можно выставить нам опцию, что после применения у нас все отзеркаленные шеллы будут автоматически перенесены на тайл в сторону, для того, чтобы они не конфликтовали при бейке. Если же мы дублируем, например, объекты, да, не через mirror, а там дублируем или еще что-то делаем, в общем, у нас нет такой возможности сразу блендеру сказать, чтобы шеллы флипались и переносились на тайл в сторону, нам нужно это переносить все вручную. Если мы будем использовать ризм для этой цели, для того, чтобы перенести вручную все оверлапы, то нам нужно будет выделить все оверлапы, сместить их и потом выделять каждый для того, чтобы смещать по одному кусочку главному на основной наш shell. Это достаточно геморно, в ризуме нет кнопки, которая тебе переносит все оверлапы, оставляя главные шеллы на своем месте, а в блендере есть. Используя UV Toolkit, выделив все оверлапы, мы можем нажать кнопку Unstack Overlapped, и все оверлапы у меня переносятся на тайл в бок. Это очень удобно, потому что нам не придется теперь каждый вот этот shell проверять. Если я сейчас возьму Select Overlapped, то у меня выделятся оверлапы в этом месте, а как мы можем увидеть, вот тут вот у меня ничего не выделяется, потому что оверлапов тут просто нет. Но тут уже вопрос, оставил ли блендер нам те оверлапы на своих местах, которые мы хотим, да, то есть если является ли этот shell главным объектом, на который мы хотим запекать. Может быть, это должен быть дубликат, а блендер оставил его вот на своем месте. Поэтому вы, ребята, это тоже чекайте, но в любом случае это быстрее, в большинстве случаев оно будет хорошо работать, и вам не всегда нужно решать, какой shell должен быть главным, какие должны быть его дубликатами. В основном там без разницы. Если будут какие-то косяки, вы их увидите на бейке и быстро поменяйте их местами. Это будет легче поменять какие-то там пару шеллов местами, чем переносить все и выделять каждый из этих шеллов и смещать это все по одной стороне. Это просто очень геморно, так что блендер получает жирный плюс в этом плане. Это очень удобно. Ребята, двигаемся дальше. Иногда у нас стоит задача запаковать наполовину тайла, то есть сделать UV-шку нестандартной. Про это я уже рассказывал в своем видео, как оптимизировать UV-пространство, если нам не важно заюзать прям много UV-пространства, это будет слишком напряжно, потому что у нас текстура будет много весить и прочие приколы. Чтобы ознакомиться поподробнее, глядите то видео. В общем, нам нужно запаковать наполовинку тайла. Что мы делаем? В ризуме это все очень легко делается, я сейчас быстренько покажу, да, как это все настраивается. То есть тут мы UV-тайл разворачиваем, и здесь либо по U, либо по V координате мы ставим 0,5. Ставим 0,5, и что мы видим? Я сейчас это все скрою. И мы видели, что наш тайл, он обрезался в половину по вертикали. Мы можем сделать то же самое и с другой стороны. То есть по горизонтали он обрежется. Окей. После того, как мы нажмем пак, у нас все шеллы запакуются непосредственно в эту обрезанную область. В блендере я думал, что такой функции нет, но на самом деле, немножко прошерстив UV Pack Master, я увидел эту функцию. Если мы откроем UV Pack Master и перейдем на кнопку пакинга, пролистав чуть ниже, здесь есть функция Custom Target Box. Мы ее активируем и ставим, например, по X 0,5. Ставим 0,5. Edit Target Box. Нажимаем, и мы видим, что у нас обрезался сам тайл. Да, визуально тайл блендеровский, он не обрезается. Но если мы пакуем через UV Pack Master, то он будет паковать в эту желтую рамочку. Мы можем делать не только 0,5, да, разные значения. Опять же таки, и в ризуме так тоже можно делать. Но, в общем, такая функция у нас имеется. То есть мы ставим тут 0,5 по любой из осей. Вот я сейчас это все выберу, нажму пак, и у меня это все дело запакуется в эту рамочку. Супер, ребята, это было все насчет чек-листа. Давайте перейдем к самому вкусному. Я покажу вам,
разницу плотности паковки в блендере, используя UV Packmaster со всеми настройками, и в Rhizome. Сейчас на экране вы можете наблюдать блендеровскую упаковку, она будет находиться слева, и паковку Rhizome UV, она будет находиться справа. Внизу, если вы обратите внимание, тут есть процентаж плотности паковки. Вот, например, в Rhizome это 86%, а в блендере 112. 112 почему не 100, да? Почему есть значение больше, чем 112? Rhizome считает, что если у вас есть оверлапы и они накладываются друг на друга, то они занимают больше пространства, чем выделено, да? То есть вне зависимости от того, где они находятся, если у вас эти шеллы присутствуют на UV-шке, при этом Texel позволяет это все запаковать с использованием оверлапов, то Rhizome считает, что плотность паковки там очень высокая, даже лучше, чем нужно, да, больше, чем это требуется нам. И поэтому ставят процентаж больше, чем 100. Хотя оверлапы в Rhizome и в блендере, они сохранены. То есть я паковал это все дело с использованием local групп, чтобы они не разлетались, да, то есть у меня все группы остались на своих же местах, ничего не разлетелось, все шеллы остались на своих же местах. Почему же тогда у меня в Rhizome 86%, а в блендере 112%, если я использую то же самое количество шеллов? Потому что в блендере, когда я паковал через UV Packmaster, если мы сделаем лог шеллов, да, чтобы они никак не увеличивались, не уменьшались, то у нас останется где-то 20% или там 10-15% пустоты тайла. И мне пришлось мануально увеличить все шеллы для того, чтобы забить полностью все место, максимально, насколько это возможно. В таком случае Texel-то у нас вырос, и Rhizome посчитал, что тут реально плотность паковки 112%. Это не может не быть плюсом для блендера. То есть UV Packmaster запаковал плотнее, чем Rhizome, и удалось даже увеличить Texel Density. Насчет Texel Density, значит, что вы можете на этих картинках увидеть? Я подпишу сейчас, где находится блендеровский Texel Density. Это я, кстати, сделал скриншоты через ZenUV, потому что тут показаны минимальные и максимальные Texel Density. Это у нас блендеровский Texel Density. Минимум мы здесь видим 9.31. Ну, округлим, допустим, это будет в минимальную сторону. 9 пикселей на сантиметр, это у нас будет Texel минимальный, если мы пакуем в блендере через Packmaster. Максимальный, это в большую сторону округлим, 62 пикселя. Что насчет Rhizome? Насчет Rhizome у нас минимальный Texel это 8, а максимальный 54. Как вы можете увидеть, что используя UV Packmaster в блендере нам удалось увеличить Texel и запаковать плотнее наши шеллы. Это огромнейший плюс для блендера. И Rhizome здесь полностью проигрывает. Итак, ребята, мы сравнили функционал двух программ. Blender с аддонами для UV-шки и Rhizome UV. Но прежде чем делать выводы, давайте еще взглянем на стоимость этого всего дела. Если мы будем рассматривать покупку Rhizome, то нам это обойдется как персональная лицензия 150 евро на пожизненно. Вообще оно длится всего лишь год, но за этот год вы можете скачивать обновления, вы можете писать в поддержку, и вас будут, короче, обслуживать технически. Если же год этот заканчивается, вам не обязательно платить еще 150 баксов, чтобы его продлевать. То есть вы можете разово заплатить $150, и после окончания этой подписки вы просто не сможете получать новые обновления и пользоваться техподдержкой. Впрочем, как это сделано через стимовский Substance Painter. Теперь что насчет блендера? Сам блендер, он бесплатный. Но аддоны, которые мы используем, часть из них это тоже бесплатные аддоны, но преимущественная часть аддонов, которые влияют существенно на качество нашей упаковки, они платные. Значит, из платных аддонов, что сегодня я использовал, это ZenUV и Packmaster. На данный момент ZenUV стоит 40 баксов. И Packmaster недалеко дошел, $44. То есть в сумме это $84. Тоже на пожизненное обслуживание. Да, если вы хотите получать обновления, вам нужно будет там купить еще раз это все дело. В общем, опять же таки отстегнуть небольшое количество денег для того, чтобы там заиметь обновленный аддон. Но то, что мы имеем сейчас, купив сейчас за $84 эту базовую составляющую, да, пак этих аддонов, плюс используя бесплатные аддоны, мы экономим почти в 2 раза деньги, если мы
будем покупать Rhizome UV, да, то есть если мы купим Rhizome UV, то мы заплатим 150, если мы сделаем полную комплектацию аддонов для блендера, то мы заплатим 84. Блендер в этом случае выгоднее по деньгам. Сегодняшнее сравнение не было предвзятым с моей стороны, я смотрел на обе программы максимально нейтрально, без того, чтобы там преувеличивать, например, так как я пользователь Rhizome, преувеличивать достоинства Rhizome и преувеличивать недостатки блендера. Такого я не делал. Вы даже могли убедиться, что у блендера есть некоторые преимущества над Rhizome в каких-то моментах. Но в целом, ознакомившись и с блендеровским функционалом, с аддонами и с Rhizome, я могу сказать, что Rhizome гораздо практичнее и удобнее для того, чтобы делать развертку. Не говоря уже о том, что там очень легко нажимаются клавиши, то есть ты просто буквально 3 кликами делаешь то, что в блендере делаешь за кликов 6 или 10. Плюсом в блендере не очень удобно переключаться между этими аддонами, то есть как бы у тебя один аддон умеет одно делать, другой аддон умеет делать второе, и ты должен запоминать, какие функции есть в каком аддоне, чтобы быстро переключаться, это все нажимать, это не очень удобно. Да, я знаю, что к этому можно привыкнуть, но в Rhizome это одна программа, там все разложено по полочкам, ты просто нажимаешь, ты знаешь, где оно находится, в общем, там без какого-то переключения, и купив Rhizome, ты получаешь полный функционал всех возможностей. Чего не скажешь про блендер, потому что если ты купишь только ZenUV без пакмастера, то у тебя будет недостаток в преимуществе в паковке. Если ты купишь пакмастер без ZenUV, то у тебя будет недостаток преимущества в просмотре там Texel Density, еще чего-то. Вот этого всего добра, да, там стречи всякие, которые есть. Поэтому все-таки Rhizome это как одна полноценная покупка программы, которая позволит тебе уже full полноценно углубляться в UV-шку, и ты получишь абсолютно весь функционал и даже больше, чем будешь использовать. Вот так вот. Если меня сейчас смотрят старички, которые работают в Rhizome, то, конечно же, переходить на блендер не стоит, потому что Rhizome это эталон, как я уже выражался, да, то есть в Rhizome есть абсолютно все, что вам нужно. Тем более Rhizome это стандарт индустрии, и никакой лид тебе не будет ничего проверять в блендере или в Maya, потому что все проверяется в Rhizome. Если же меня смотрят люди с опытом, но которые используют блендер, а не Rhizome, то я вам настоятельно рекомендую плавно переходить на Rhizome, потому что в любом случае вам он потребуется в дальнейшем. Если вы, например, сейчас не работаете, но в поисках работы, то на работе вам 100% нужно будет Rhizome, умеешь ты им пользоваться или нет, рано или поздно все равно придется научиться использовать эту программу. Если же меня смотрят новички, которые только начинают ознакомливаться с блендером, вообще с 3D-шкой полноценно, то воздержитесь от покупки аддонов, сразу переходите на Rhizome, сразу начинайте его учить. Аддоны-то вы, конечно, сможете, да, там в дальнейшем потом докупить, еще где-то взять, установить это все дело, опробовать, но вы никогда не перейдете с эталонной программы на блендер. Может быть, чтобы отдельно там через бридж не перекидывать это все на Rhizome, там что-то ради какого-то там пакинга или текселя, да, вы можете установить аддон какой-то бесплатный, в блендере там Straighten нажать, тексель чекнуть, еще что-то для каких-то супер лайтовых задач, которые не требуют особо большого функционала, да, это все можно сделать в блендере, но преимущественно в Rhizome вы будете делать абсолютно все, вы там можете сделать все, и вы в любом случае перейдете к нему. Единственное, что я могу сказать в защиту блендера, это то, что очень удобно паковать через пакмастер, то, что он тебе запакует абсолютно все, что тебе надо, при этом сделает максимально плотно, и ты даже сможешь увеличить тексель. Но опять же таки, нужно уметь правильно пользоваться этим, чтобы там ничего не поломать, это нужно немножечко подучиться, но опять же таки, по паковке, то, что мы сравнили, Rhizome проигрывает в плане плотности упаковки UV-шеллов. Но все остальное в Rhizome настраивается. Хотя, с другой стороны, если мы будем паковать через пакмастер, то нам не нужны никакие группы в Rhizome, нам не нужно это все дело, потому что группы настраивать мы уже будем в блендере. Если мы настроим группы в Rhizome, они же не перенесутся в блендер. Это чисто ризомовская тема. То же самое там и с констрейнами, да, то есть мы сохраняем, констрейны сбрасываются. Поэтому если вы решили уже через пакмастер паковать, то разбирайтесь с этими группами, автогруппами, там, оверлапами уже в блендере.
Если вы будете паковать через Resume, то, в принципе, вам этот пакмастер и не нужен. И группы, соответственно. В общем, ребята, свое мнение я сказал и объективно оценил две программы. Вы уже сами решайте, что ближе к вам, но, опять же таки, рано или поздно вы все окажетесь владельцами Resume, потому что если вы работаете, то не вы ставите правила, а ваш клиент, ваше руководство, где вы будете работать. Раньше это был UV layout, там в майке кто-то выравнивал, да, там еще что-то делал. Но в итоге Resume это как эталонная программа, и выбрав эту программу, вы точно не ошибетесь. Ну что, ребят, буду прощаться, с вами был Вагалюк. Спасибо за то, что досмотрели до конца это не короткое видео. Поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями, своими коллегами и тому подобное. И напишите какой-нибудь комментарий, может быть я что-нибудь упустил. Напишите, где вы разворачиваете, какое вы даете преимущество блендеру или же Resume. Мне интересно прочитать все ваши комменты, я все читаю. Все, еще раз спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.